Добрый день, друзья! Сегодня готовим вкусное и красивое печенье-бантики. В миску вбиваем 2 яйца и венчиком слегка их взбиваем. Затем добавляем 80 грамм сахара, щепотку соли, пакетик ванилина 1,5 грамма. Вливаем 120 мл кефира жирностью 2,5%, а также 50 мл растительного масла без запаха. Венчиком перемешиваем все компоненты до однородности. В просеянную муку добавляем чайную ложку разрыхлителя, перемешиваем и частями всыпаем в тесто. Обычно у меня уходит муки 350 грамм. Если вы так же, как и я, часто печете, заходите в плейлист «Выпечка». У меня очень много вариантов приготовления десертов, пирогов, печений, и выбирайте рецепты по своему вкусу. Ссылку на плейлист я оставлю в описании к видео. Тесто должно получиться мягкое и эластичное, и в то же время не прилипать к рукам. Перекладываем тесто на стол, припыленный мукой. Сверху также немного припыляем тесто, чтобы оно не прилипало к скалке, и раскатываем его в пласт толщиной около 5 мм. Тонко не раскатывайте, иначе печенье у вас будет твердое. Смотрите, вот такой толщины должно получиться тесто. Затем из теста вырезаем кружочки, либо при помощи вот такого кольца, либо обычным стаканом. Диаметр кружочков 6 см. Остатки теста снова формируем в шар, раскатываем и вырезаем следующую партию печенья. Из заготовок теперь формируем бантики. С одной стороны кружочка при помощи ножа делаем 2 надреза. Переворачиваем кружочек и делаем один надрез с другой стороны по центру 2 надрезов. А теперь с противоположных сторон делаем еще по 2 надреза. Пока что еще заготовка непонятная. Теперь что мы делаем? Средний лепесток на левой стороне поднимаем вверх. Соединяем 2 лепестка, как я показываю, и возвращаем поднятый лепесток назад. То же самое повторяем и с другой стороной. Заворачиваем надрезанную полоску под тесто и защипываем. Получается вот такая красивая заготовка. Печенье выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Из данного количества ингредиентов получается 30 штук печенья. Печенье хорошо увеличивается в размере, получается румяное и очень ароматное. Достаем его из духовки и даем полностью остыть, а затем по желанию присыпаем сахарной пудрой. Такое печенье можно готовить с разными вкусами. Если вместо ванилина вы добавите миндальный ароматизатор или цедру апельсина или лимона, получится совершенно другой вкус. Печенье очень мягкое, нежное, ароматное. Хранится около недели в закрытом пакете или контейнере. Пробуйте, экспериментируйте и радуйте свою семью не только вкусной выпечкой, но и красивой. Если понравился мой вариант приготовления печенья, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».